русского сообщества, от настоящих патриотов Америки и России, которые адекватные люди, хочу выразить огромную благодарность и огромную поддержку вашему каналу. Вот, я сама как могу помогаю тоже, ну, через вас и через Добрыню. Вот я когда в Америке была, я Добрыне донатила через него, и вам сейчас. И все адекватные люди на вашей стороне. Вот, я смотрю все ваши видео, я у вас в группе в Телеграме, вам слова поддержки всякие разные, какие только возможно, ну, записываю, подписываю, да, полностью на вашей стороне, против всех это мыша крысная, вот это вот шоблы, вот, мои подписчики в основном это либо уже эмигрируют из США в Россию, либо в процессе эмиграции, либо одной ногой стоят, а другой как бы, а другой уже думают, да, перебраться. Вот, я, конечно, агитирую их ехать на Кубань к нам, ну, адекватных людей, скажем так, которые действительно хлебнули, которые уже знают, что такое американская демократия, которые посмотрели на эти демократические процессы в стране, и которые сказали, нам такая демократия, ваша американская, 300 лет не сдалась, поедем-ка мы домой, вот. Ну, я еще, будучи в Америке, смотрела ваш канал, смотрела вашу вот эту вот борьбу праведную, я считаю. И, ну, от сообщества, от моих подписчиков, канал у меня называется «Техасцы в России». У меня уже 8 тысяч подписчиков, хотя я только месяц назад с копейками его завела. И Сейчас еще раз название «Техасцы в «Техасцы в России». России», да. Ключики, огромная просьба найти канал, разместите ссылочку, давайте поможем. «Техасцы в России». Продолжайте, извините, что перебил. Да, и спасибо большое, Сергей, если вы, ну, разместите, потому что, ну, во-первых, некоторым, может быть, будет интересно послушать мнение людей, которые прожили в Америке более 20 лет и возвращаются, да, то есть вот с нашими, например, не братьями, они часто рассказывают, как хорошо в Америке, и Америка за них, и Америка их поддерживает. Это совершенно неправда. Америка их не поддерживает. Я сама член республиканской партии, я протрампистка, встречалась с Трампом неоднократно, знаю нашего губернатора Техаса Грега Аббота. И я вам хочу сказать, что поддерживают Украину, пусть они не обижаются, но в основном только либералы, которых флажки ЛГБТ у них в профайле, да, то есть если в профиле флажок ЛГБТ, он будет стоять рядом с флажком Украины. А вот такой вот вопрос, ну вот знаете, все-таки, ну вот насколько это я вижу, я, конечно, там не американец и в Америке ни разу не был, но у Штатов есть своя планомерная политика. И да, там они вот это вот играют, да, вот это вот ширму для народа, там то республиканцы, то демократы, но вот у них есть все равно своя четкая линия, и кто бы у власти ни находился, они ей все равно следуют. Вот насколько вы считаете это правда? Сейчас я вам расскажу. Значит, вот по идее линия республиканской партии должна быть другая, не такая, как демократов. По крайней мере, то, что они заявляют, когда они идут на выборы и когда они баллотируются в Сенат, в Конгресс и так далее. То есть они заявляют, что мы не хотим вмешиваться в внешние дела, мы хотим мирно жить со всеми, мы хотим просто снижать налоги, работать и сделать Америку снова великой и производство вернуть в США и заниматься Америкой. Им дают на выборы часто деньги всякие разные корпорации, всякие разные НКО и всякие разные Соросы. И когда они приходят к власти, они начинают голосовать в одной линии с демократами. И настоящие патриоты Америки, настоящие республиканцы просто в шоке, понимаете? Потому что их просто тупо кинули. То есть обещают люди одно, говорят одно, а когда они приходят в Сенат или в Конгресс, оказывается, что они голосуют просто называется along the side of Democrat. То есть они на той же стороне, что и демократы начинают голосовать. И мы их называем Райна. Райна это, как знаете, Рина или Райна, это носорог. Носорог. Значит, носорог, почему так называется? Republican in a name only. То есть он республиканцы только по имени. То есть они на самом деле, в сути, они не республиканцы. То есть они заявляют, что они республиканцы,
думают, что им будет так проще выбраться, потому что люди поддерживают республиканцев. Они всю политику республиканцев на предвыборной кампании объявляют, потом они приходят во власть и становятся такими вот турнкоут. Турнкоут это перевернутый пальто перевернутое. Это с времен цивильной гражданской войны в США, когда, знаете, одевали шинели, были пробританские, да, за корону воевали. И американские, извините, не гражданской войны, а войны за независимость британской. То есть шинели у них были, вот эти пальто, коут, они были двухсторонние. С одной стороны ты надевал это пальто, и ты был за Штаты, а с другой стороны ты переворачивал наизнанку, ты будешь за британцев. И если тебя, ну, например, брали в плен, они быстренько переворачивали пальто другой стороной, да, и говорили, а мы никогда не были за Штаты, мы не боролись в армии независимости, мы за корону. И вот с тех пор, это вот с войны за независимость 200 лет, называют вот таких людей, которые прикидываются одним, а на самом деле другим. Называют их турнкоут, то есть перевернутое пальто. То есть они могут в любой момент перекраситься. Ну, мы их называем, да, перекрашивать, тапки поменяли, да, там вот в полете тапки сменяли и так далее. То есть американцы сами страдают сейчас очень сильно. И вот знаете, как говорят, two party, Jew party. То есть у нас уже говорят две партии под евреями, да, two party, Jew party. То есть 90% сейчас, ну, всякие вот Чак Шумеры, да, вот эти, это еврейская там община, которая, ну, буквально спонсируется из Израиля в том числе. Ну, это я уже вам глубоко, как бы, слишком глубоко, наверное, лезу, Да-да-да, да. я с вами согласен. Вот просто мне кажется, такая, знаете, как жонглируют. И прежде всего для американских избирателей, да, вот то, что смысл будет тот же самый, просто будут другие люди Да, у да. руля. И И, вот это же и еще вы же очень не знаете, показательно да, республиканцы не знают, вьетнамская что война. республиканцы не знают, что с этим делать, потому что, вот знаете, нас тупо обманывают. То есть обманывают свои же представители, которые бьют себя копытом в грудь и говорят, что вы нас выберете, мы придем в Конгресс, и мы будем полностью политику... то есть, как можно... Американцы настоящие, патриоты Америки, они не хотят никакой вот этой войны, они не хотят базы НАТО. Об этом постоянно говорят наши вот настоящие патриоты. Нам это не нужно. Нужно сокращать. Выведите базы, верните людей назад в Америку. Давайте строить здесь производство. Одни видят, что страна рушится, страну рушат изнутри, и вот эти демократы. То есть сейчас политика разрушения США. Вы поймите, Америка, она сама в таком же состоянии, как та же Украина практически и Европа. То есть, но производится это изнутри. То есть у нас захватили власть, вот эти вот либеральные круги, которые вообще непонятно, кто их спонсирует. Соросы, Рокфеллеры, Израиль, кто? Ну, явно, что э, не патриоты США. То есть вот эти налоги, которые мы платим, да, все люди хотят, чтобы они шли на строительство школ, чтобы они шли на строительство... Извините, у нас поезда сходят чуть не каждый день. Я уехала в октябре из США, у нас уже с тех пор 3 поезда упало, и в США 2 химических завода сгорело. Не в Да-да, США, я, а кстати, в слышал, а по Техасе. каким причинам? Потому что, ну, номер один, инфраструктура реально устаревшая. Извините, если все деньги идут на строительство военных баз и на всякий вот этот вот милитари комплекс, военный комплекс, больше оружия, больше... Причем и оружие тоже уже устаревшее. Они просто отмывают. Вы слышали о том, что в Пентагоне пропал при Трампе, по-моему, 3 триллиона долларов пропало, и Трамп посылал аудит в Пентагон. Триллиона! Я не говорю про миллиарды, разговор идет про триллионы. Они просто пропали. Трамп отправлял туда несколько комиссий сделать аудит. Аудиторы там все перерыли, испарились, 3 триллиона найти никто не может. Не смогли. Интересная история, надо будет узнать. Это Вы получается загуглите, 10% от всего ВВП Америки украла? Пропали. ну вот ВВП, да, то есть им выделяли деньги на всякие там разные там, ну, мероприятия, на то, на сё, на пятое, десятое. Получилось, что того, что они заявляли, они не произвели, и деньги исчезли. Причем не миллиарды какие-то доллары, а вообще... Ой, вы пропали у меня.